Дело в том, что храп – это комплекс акустических проявлений во время сна. И главной задачей врача на первичном осмотре пациента с жалобой на храп – это именно заподозрить синдром обструктивного апноэ, по крайней мере, не пропустить его. В этом очень часто нам помогают родственники пациента, наверное, в 80% случаев. Вот сидит пациент, который как бы ни на что не жалуется и говорит: да нет, храплю иногда, а сидит рядом его родственник, который описывает четко апноэ, то есть что это не просто храп, это жуткая вещь, что я сижу рядом с ним всю ночь и боюсь, что он задохнется. И в этом случае мы иногда спрашиваем у родственников, нет ли у них записи. Как правило, в 50% случаев они имеют запись на телефоне, потому что это их пугает, а все, что их пугает, они стараются все-таки записать как-то. И это нам помогает, чтобы мы поняли, что это осложненный храп или все-таки это синдром обструктивного апноэ. Храп не несет никаких медицинских осложнений, ведет к дискомфорту лиц окружающих данного пациента. Синдром обструктивного апноэ сна очень вреден для пациента, даже, надо сказать, опасен. Поэтому мы должны именно его заподозрить, не пропустить и пациента отправить к врачу-сомнологу. Заподозрить мы можем как? То есть пациент, как правило, жалуется на сонливость, раздражительность, утренние головные боли, беспокойный сон, частое мочеиспускание ночью, нарушение внимания. Вот эти все жалобы помогают нам заподозрить у данного пациента данное состояние. Врач-сомнолог, в свою очередь, определяет тяжесть синдрома обструктивного апноэ сна. При легкой степени апноэ они, как правило, отправляют их к лор-врачу для решения вопроса о возможности проведения данному пациенту оперативного лечения. В нашем отделении есть исследование верхних дыхательных путей в момент медикаментозного сна. Называется слип-эндоскопическое исследование. То есть пациент погружается при помощи пропофола в сон, вступает в фазу глубокого сна. В этот момент вводится эндоскопическая камера в полость носа, которая дальше продвигается по верхним дыхательным путям, и мы определяем локализацию обструкции, можно так сказать. Все эти процедуры пациент может выполнить на базе Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России. Как показывает практика, в 80% случаев пациентов приводят родственники. Те люди, которые их окружают и слышат данные особенности во время сна. Чаще всего это мужчины от 50 до 60 лет, имеющие избыточную массу тела, сахарный диабет и артериальная гипертония. Надо сказать, что встречаются пациенты достаточно молодого возраста, от 25 до 30-летнего возраста, не имеющие избыточной массы тела. Собирая анамнез, мы сталкиваемся с тем, что узнаем о том, что у пациента была хроническая носовая обструкция, связанная с гипертрофией аденоидов, или так называемой аденотензилярной гипертрофией, которая в последующем привела к изменению лицевого скелета. Чаще всего это ретромикрогнатия, то есть недоразвитие нижней челюсти. То есть такие пациенты имеют такой характерный внешний вид, так называемый птичий тип лица, то есть нижняя челюсть смещена ксади, имеется неправильный прикус, лицо вытянуто. Данную патологию нужно все-таки лечить с раннего детства и не пускать на самотек, потому что вот эти изменения лицевого скелета, как правило, в дальнейшем являются пусковым моментом для того, чтобы у пациента в взрослом возрасте, не имея на то особых причин, начинается ни с того ни с сего синдром обструктивного апноэ сна. Поэтому аденотензилярную гипертрофию обязательно необходимо лечить при наличии на то показаний. Характер апноэ в дальнейшем определяет и занимается врач-сомнолог путем дополнительных исследований. То есть задача лор-врача именно заподозрить, не выявить, а именно заподозрить, и объяснить пациенту тяжесть данного заболевания. Потому что, как правило, они очень скептически настроены, то есть не оценивают тяжесть своего состояния, не сопоставляют наличие данного состояния у них и других заболеваний. Вот наша задача, как лор-врача, объяснить, к чему может привести хронический недостаток кислорода, насколько тяжелым состоянием, таким как артериальная гипертония, нарушение сердечного ритма, риск развития инфарктов, инсультов, внезапной смерти во сне. При проведении слип-эндоскопического исследования, если мы определяем неосложненную форму храпа, как правило, связанную с флотацией мягкого неба, в данном случае пациенту может быть проведено оперативное лечение в объеме увулопалатопластики или
увала палатофарингопластики, что является более расширенной операцией. В 80% случаев данная операция эффективна именно при неосложненном храпе. Легкая степень апноэ также может быть прооперирована, при этом эффективность оперативного лечения снижается до 50%. Среднюю и тяжелую степень апноэ операции не показана. Тяжелая степень апноэ – это абсолютное показание для проведения СИПАП-терапии. СИПАП-аппарат подразумевает сон пациента в специальной маске, и во время всего сна пациенту постоянная подача кислорода идет. Это не всегда комфортно для пациента, но, как правило, через 2-3 применения пациенты привыкают. Оценивая свое состояние с утра, они понимают, что это им необходимо, потому что уходит и сонливость, уходит раздражительность, хроническая усталость. Пациенты чувствуют себя очень хорошо, снижаются показатели артериального давления, уходит лишний вес, размыкается тот порочный круг, который был создан. Поэтому пациенты, как правило, уже не отказываются от данной процедуры. СИПАП-терапия в дальнейшем может перевести состояние из тяжелого в среднее или легкое. И здесь, в этом случае, есть вероятность того, что данный пациент через какое-то время может быть прооперирован у лор-врача. Но вообще отбор пациентов на оперативное лечение он должен быть очень жестким, строгим. Мы должны быть уверены в том, что данное оперативное лечение поможет пациенту, что оно не сделает хуже. Очень много пациентов отсеивается, очень. То есть, проведя слепоэндоскопическое исследование, мы понимаем, что только 20% пациентов подходит под оперативное лечение. Мы понимаем, что данное состояние, как правило, имеет полиэтиологичный характер, то есть много причин. Здесь и какие-то особенности анатомического строения, мальформации надгортанника, гипертрофия корня языка, язычный миндаль, особенности строения корня языка, гипертрофия череполовидных хрящей. То есть то, что очень тяжело исправить оперативным путем, иногда невозможно. Во время проведения слепоэндоскопического исследования мы можем как раз увидеть вот эти особенности краниофасциального дисморфизма, такие как микро-ретрогнатия, западение нижней челюсти. То есть в момент расслабления мы это очень видим. После данной процедуры мы, как правило, подключаем наших коллег, врачей-ортодонтов, для подбора КАП, в которых пациенты в дальнейшем могут спать. Опять же, рекомендуем позиционный сон, например, то есть если мы понимаем во время проведения слепоэндоскопического исследования о том, что пациент четко храпит на спине, то есть и не храпит совершенно на боку. Мы это тоже рекомендуем при выписке, но это очень сложно для пациента объяснить ему, как вот так вот во сне спать на боку. Есть определенные уловки, пришивание теннисных мячика на спину, то есть в кармашек кладется, чтобы пациент привык. Опять же, сон на высокой подушке. Лишь 20% мы можем сказать, да, мы вам поможем оперативным путем. Потому что мы должны все-таки все за и против оценить, чтобы не навредить пациенту. Наркоз используется общий. Операция заключается в сшивании передних и задних небных дужек. Если это необходимо, производится предварительное удаление небных миндалин и иссечение слизистой с мягкого неба и небного язычка. Операция технически она достаточно сложная. По продолжительности в течение часа-полутора идет. При увалопалатинопластике нахождение долгого в стационаре не требуется, то есть можно 2-3 дня. Если же это расширенная фарингопластика, которая подразумевает удаление небных миндалин, и в дальнейшем есть риски развития послеоперационного отсроченного кровотечения, конечно, они находятся под присмотром в течение где-то 5-6-7 дней. А в послеоперационном периоде болевой синдром, как правило, снимается нестероидными противовоспалительными средствами, это вполне достаточно. Эффект после оперативного лечения наступает, конечно же, не сразу. Данное состояние мы оцениваем уже где-то через месяц-полтора, потому что происходят определенные рубцовые процессы, стягивание тканей. Это достаточно долгий процесс. Быстрого эффекта конечно, мы не можем получить за счет того, что есть и послеоперационный отек тканей, который достаточно долго сохраняется. Но, как правило, через месяц пациенты уже приходят со словами, что они практически не храпят, а через 1,5 месяца они констатируют значительное улучшение.